Конфетки, пироженки. Очень вкусно. Оно покорит вас таким тонким, прям изысканным вкусом. Прям даже не скажешь, что здесь вот, знаете, такое ярко выраженное орехи, там сухофрукты. Настолько такой вкус понравится и взрослым, и детям. Так что сейчас давайте приготовим эти пирожные из кешью, лимона, изюма и апельсиново-финиковой прослойкой. Для приготовления этого интересного пирожного нам понадобится кешью 300 грамм. У меня уже помытый и просушенный. Также нам понадобится изюм, любой, но лучше здесь интереснее смотрится светлый изюм, 100 грамм. Для начинки будем использовать финики, 150 грамм. И цедра и сок апельсина, цедра и сок лимона. И, собственно, все. Начинаю промывать сухофрукты. В общем, стандартная схема. Хорошенечко промыть сухофрукты, залить теплой водой. И оставляем замачиваться снова до первой мягкости. То есть нам не нужно, чтобы они стали прям слишком мягкие. Нужно такую вот первую среднюю мягкость, чтобы была возможность пробить их блендером. Пока набухают сухофрукты, мы займемся орехами. Просто перемолим их в блендере. Здесь уже можно их помельче делать. Прям так, практически в муку. Сейчас покажу как. Примерно вот так вот. Переложили орехи и займемся сухофруктами. Изюм уже стал мягким, таким как мне нужно, поэтому я воду сливаю. Перекладываю в блендер и перебью в пасту. Ну вот примерно так. У нас его немного, но все равно перебилось в такую вот пасту. И перекладываю изюм к орехам. К орехам и изюму нужно добавить 2 столовые ложки сока лимона и цедры с половиной лимона. Для этого я сейчас эту цедру добавляю. Начинаем все перемешивать. И на этой стадии вам покажется, что слишком сухо. И это как раз хорошо. Мы сейчас, чтобы нам было не сухо и ароматно, за одним, мы добавим 2 столовые ложки сока лимона сюда. И замесим вот такое плотное тесто. Сейчас я сюда добавлю лимончик. И продолжаю замешивать. И нам нужно получить такую пластичную массу, как, знаете, как нуга. Сейчас она немножко рассыпается, потому что орешки у меня все-таки крупновато. Я пробила блендером, нужно их либо сразу в муку, в кофемолке сделать, либо я сейчас вот пройдусь погружным блендером. И должна получиться вот такая пластичная масса, как тесто. Как такая нуга. Смотрите, я все-таки перебила кешью достаточно крупно. Нам нужно еще чуть-чуть мельче. Это можно сделать просто дольше, взбивая блендером, либо в кофемолке, прям в муку. Ну и так получится тоже нормально. Просто чуть-чуть лучше будет, если кешью будет прям достаточно мелко. Тогда получится прям такая масса. Займемся нашей прослойкой из фиников. Воду я слила, потому что они уже стали достаточно мягкие. И удалю косточки из фиников. За одним хорошенечко проверю на наличие всяких живностей, насекомых. Обязательно проверяйте, потому что настоящие натуральные финики, они всегда все равно содержат каких-нибудь жучков. Это нормально. И взобьем в пасту. Добавим сюда пару столовых ложек апельсинового фреша. Я уже тут его выжила. И продолжаем взбивать. Периодически я открываю чашку блендера, вот так вниз делаю, продолжаю взбивать до однородного состояния. Отлично, смотрите, паста даже так побелела, то, что нам нужно. Еще один ингредиент — это кокосовое масло. Положим буквально вот чайную ложечку. Это, знаете, такой не супер обязательный ингредиент. Если есть, то есть, если нет, то можете не ложить. Просто с ним масса будет более стабильной из холодильника. И еще раз взобьем.
Я натерла цедру, ну где-то с 1/3 апельсина. И сюда же, в эту цедру, переложу нашу финиковую пасту. И все перемешиваем с цедрой. Получается такая домашняя финиковая паста. Ее можно приготовить отдельно и кушать. Можно добавить сюда соли, и получается такая а-ля соленая карамель. Подавать там к блиночку. Вот, а сейчас у нас получилась такая апельсиновая карамель финиковая. Пахнет просто потрясающе. Все готово. Что делаем? Можно сформировать вот такие конфетки. Берете влажными руками наше тесто из кешью, изюма, сока лимона. Внутрь ложите немного финиковой пасты и закрываете. Скатываете такой шарик. И обваливаете в кокосе, в кунжуте. Но мы поступим, как обычно, немного проще. Сделаем просто 3 слоя в контейнере. Возьмем половину нашего теста, примерно только, и разровняем в такой слой небольшой. Сверху положим эту пасту и сверху еще один слой. И получится такое пирожное. Чтобы был ровный слой, обязательно разровняйте ложкой. Будет очень красиво. Ну и тут, соответственно, разровнять. И все. Примерно вот так. Чтобы совсем было ровно, пройтись какой-то лопаткой. Вот, и сверху я выкладываю слой карамели. Карамель я использую прям всю, что есть. Примерно вот так вот разровнять. Удобно это делать с силиконовой лопаткой, чтобы было одинаково везде. Как-то вот так. И сейчас последний слой. Мы, конечно, не будем его вот так вот ложить и примядывать, потому что не получится. Нам нужно этот слой на какой-то поверхности сделать вот в такой же прямоугольник, либо квадрат, как у вас получилось. Для этого я беру, ну, к примеру, такую крышку от этого же контейнера и застилаю пищевой пленкой, но у меня нет дома, я застелю фольгой. Удобнее с пищевой пленкой. И вот так вот распределить в такой тонкий слой. Так, для ровности я снова прохожусь ложкой, а вот эти борта, чтобы были более прямоугольные, прохожусь лопаткой. Ну что, ну примерно я так выровняла. И сюда просто перекладываю. Так вот разравниваю. Все, убираю в холодильник. Сладость постояла в холодильнике, все прекрасно застыло. И сейчас нам нужно опять ее нарезать на ровные квадратики. И так вот аккуратненько выкладываю из контейнера наше пирожное на подносик. Перед тем, как мы вот так вот достанем наши пирожные, нам нужно их сверху украсить, потому что мы не сможем их, как предыдущие конфетки, окунать и прижимая, потому что внутри мягкая начинка. Для украшения я буду использовать кокосовую стружку, которую сделаю розового цвета. Сейчас покажу как. И вот такую вот сушеную гречку. Как сделать вот такую сушеную гречку, у меня есть отдельное видео. Кокосовую стружку я снова мелко помолола в кофемолке. И чтобы ее сделать розового цвета, я добавлю свеклу. Взяла сырую, свежую свеклу, буквально небольшой кусочек. И натру ее на мелкой терке. И просто беру эту свеклу и вот сюда отжимаю от нее сок. Такой натуральный краситель получается. Все перемешаю. И нужно добавить столько сока, чтобы вас удовлетворял результат, чтобы стружка стала такая приятно розового цвета. А руками перемешивать удобнее, а то она такая красивая становится. И вот эту стружку вот так вот посыпаем. Так распределяем, чтобы был красивый такой сверху цвет. Так посыпаю, а потом немножко рукой так вот надавливаю, чтобы она хоть немножко крепилась к конфетке. Все. Я прошлась вот так ножиком, чтобы снова понять, где у нас конфетки. И украшу каждую конфетку еще сверху вот так вот гречкой. Я вот так сначала ложу, а потом чуть-чуть вдавливаю, чтобы эти гречечки не отпали. Можно оставить так уже красиво, но я еще возьму сушеную вишню, нарежу на маленькие-маленькие квадратики и в центр каждой конфетки положу, чтобы выделялась красненькая.
И сейчас наши пироженки можно выложить куда-то на красивую тарелочку либо подносик. Перед тем, как я достаю очередную конфетку, я вот эту лопатку промываю, потому что налипает слой, а чтобы было все ровненько, я ее просто промываю и снова достаю. Получается такой ровный срез. Вот такая невероятная красота у нас получилась. Хранить такие конфетки тоже в холодильнике. Такие конфетки получаются прям как настоящий мини-тортик. И даже не скажешь, что тут все такое супер полезное, без термообработки. Попробуйте обязательно приготовить.